Всем привет! Меня зовут Наташа Кинза. Сегодня предлагаю вам связать вот такие замечательные тапочки-следочки. Вяжутся они очень быстро, очень просто. За час реально связать взрослый размер. Вяжутся они одним узором, то есть вяжете первый ряд и все последующие до самого конца вяжем одинаково и смотрим сериальчик по пути. Берите крючок, давайте вязать. Для работы нам потребуется пряжа. У меня действительно это остатки пряжи, разные моточки. Я точно знаю, что это у меня пряжа Alize Maxi Lana Gold. Такая у нее толщина очень хорошая, для тапочек идеально. Номер цвета я вам, конечно, говорить не буду, уже и не помню, да это и совершенно не важно, поскольку вы, конечно, будете выбирать свой цвет, который вам понравится. Но хочу вам сказать, что пряжу эту я покупала в интернет-магазине Клубок Клуб. Очень низкие цены на пряжу. Вот рукодельницы, не поленитесь, зайдите в этот магазин и посмотрите, какие там прекрасные, чудесные цены конкретно на эту тоже пряжу имеются. Очень большой выбор и низкие цены. То есть в городе у себя, в магазине в любом, даже на том же Озоне или где-то еще, таких цен нет. Там цены выше. Вот, поэтому зайдите, посмотрите, если вы будете что-то там покупать, вводите промокод Кинза, и за этот промокод вам будет еще скидочка дополнительная. Также потребуется нам крючок. Я взяла крючок номер 4. Для данной толщины пряжи он, конечно, маловат, но я специально выбрала такой крючок для того, чтобы у меня вот этот тапочек, он получился прям такой хорошо держащий форму. Чтобы он так на ноге сидел, как настоящий тапочек. Вот, можно, конечно, взять крючок побольше, тогда маленько более свободное такое вязание у вас получится. В общем, выбирайте сами под себя, какое вам нравится больше вязание. Итак, начинаем мы работу, как она правильно называется, Magic Loop, магическая петля. Да? Делать я ее не умею, но вам покажу. В общем, смотрите, на 2 пальца, указательный большой, один раз обматываем, и второй маленечко на перекрест. Вот что у нас получается. Берем крючок, под первую петельку вводим крючок, вытягиваем вторую, и получается у нас вот такая петля. Всю эту историю опускаем аккуратненько. Перехватываем, да, и начинаем вязать. Нам вот в эту петлю нужно провязать 15 столбиков с одним накидом. Ну, в общей сложности 14, потому что первый столбик нам заменят 2 воздушные петли подъема. Связали накид, сюда же вяжем столбик с одним накидом. Накид. Столбик с одним накидом, накид, столбик с одним накидом. И таким образом мы вяжем в эту петлю 15 столбиков с одним накидом. Довязали. Вот что у нас получается пока что. И берем вот этот хвостик, который у нас оставался. Петля-то волшебная. И его затягиваем плотненько. Затягиваем. В этом месте можно уже по изнанке его пропустить, затянуть и спрятать узелочек. Вот что у нас получилось. Теперь мы отсчитываем 1, 2 и в третью петельку снизу. В первую в начальный столбик мы вводим крючок и соединительной петлей закрываем ряд. Второй ряд вяжем 2 воздушные петли подъема, накид, и в эту же петлю мы провязываем второй столбик с одним накидом, накид. В следующую петлю мы вяжем столбик с накидом, накид, в эту же петлю я вяжу столбик с одним накидом.
В каждую из последующих петелек я буду провязывать по 2 столбика с одним накидом в одну петлю. Таким образом у меня получится по кругу 30 столбиков с одним накидом. Так мы вяжем по кругу до конца ряда. Вот что у нас с вами получается на данный момент. Находим промежуток между первыми 2 столбиками от начала ряда и вводим туда крючок. Вытягиваем рабочую нить и соединительной петлей закрываем ряд. Теперь вяжем так. Так мы будем вязать сейчас до конца нашего тапочка. Запоминаем один ряд и вяжем. Накид. Сразу же накид. Ищем следующий столбик предыдущего ряда, обхватываем его крючком сзади и провязываем столбик с одним накидом. Но столбик не простой, столбик получается выпуклый. Накид. Обхватываем крючком сзади следующий столбик и вяжем столбик с одним накидом. Накид, столбик с одним накидом. Следующий точно так же. Итого нам сейчас нужно связать 9 столбиков с одним накидом выпуклых. То есть все эти столбики мы обхватываем крючком сзади. Так, смотрим, что мы тут навязали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Связали. Дальше накид, ищем следующий столбик и вяжем вогнутый столбик с одним накидом. Обхватываем его крючком спереди, вытягиваем рабочую нить и провязываем столбик с одним накидом. Куда покатился? Накид, ищем следующий столбик, обхватываем его крючком спереди, да, и провязываем столбик вогнутый с накидом. И третий столбик. Всего нужно связать 3 таких столбика. Все, связали. Накид. Дальше ищем следующие 3 столбика предыдущего ряда. Обхватываем их крючком сзади. 1, 2 и 3 столбик выпуклый с одним накидом. Накид. Вяжем 9 вогнутых столбиков с одним накидом. То есть обхватываем крючком столбик спереди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И остается у нас еще 2 раза по 3 столбика. Накид. Делаем 3 выпуклых столбика с одним накидом. 1,
2 и 3. И остается у нас 3 столбика, их мы вяжем вогнутыми. 1, 2 и 3. О, Господи. И 3. Вот что у нас пока получается. Закрываем ряд, ищем первый наш столбик от начала ряда, вводим крючок в петлю и соединительной петлей закрываем ряд. Совершенно не похоже на тапочек, да? Ну, потом вы увидите, какая красота у нас получится из этого рисунка. Все. Теперь мы этот рисунок будем повторять снова, снова, снова и снова. И сейчас еще рядочек с вами провяжу, а дальше вы уже сами. Сразу же делаем накид. Там, где у нас выпуклые столбики, там мы вяжем выпуклые столбики. То есть обхватываем крючком петлю сзади и вяжем, да? 9 столбиков у нас здесь должно получиться выпуклых. Шесть, 7, 8 и 9. Да. Связали. Дальше у нас идут вогнутые столбики. Так мы их и будем вязать. То есть обхватывать будем их крючком спереди. 3 столбика нужно связать. 1, 2 и 3. Дальше у нас идут 3 выпуклых столбика. Обхватываем их крючком сзади. 1, 2 и 3. Дальше идут у нас вогнутые столбики, 9 штук. Вяжем их по рисунку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Связали. И остается у нас 3 выпуклых столбика. 1, 2 и 3. И 3 вогнутых столбика. Вот они у нас. 1, 2 и 3. Все, мы закончили ряд. Ищем первую нашу петельку от начала ряда и соединяем ряд. Вот что получается. Совсем на тапочек не похоже, но поверьте, вот это у нас подошва идет, вот это верхняя часть, это боковинки. Вот таким образом по кругу мы будем вязать. Я буду вязать свое количество рядов на свой размер, вы будете вязать свое количество рядов на свой размер. Вот до сих пор, да. Я не знаю, как называется это место на ноге, вот это вот.
носок, наверное, да, он называется, или, или как оно называется. Напишите мне в комментариях, пожалуйста. Вот до этого места, где начинает расти сама нога. Вот до него вяжем. Вяжем. Я вяжу на 38 размер, 37-38 примерно размер. Вы вяжете на свой размер. Это может быть и совсем подростковый размерчик, это может быть взрослый, там 45-й, любой. В общем, смотрите сами по вашей ноге. Примеряйте. Как довяжете вот до сих пор, встретимся с вами снова. Связала я нужную мне длину. Вот так она выглядит. Это верхняя часть, это боковиночка, это пятка. Давайте посчитаем, сколько рядов у меня получилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, думаю, 15, да, рядов у меня получилось. Вот, это у меня связано вот эта часть. Вот это. Теперь нам нужно связать вот эту часть. Все то же самое у нас будет вязаться, ничего не меняется, за исключением одного момента. Вот мы вязали с вами по кругу, да, а теперь мы будем вязать туда обратными рядами. Вот с этого самого момента. У меня узелочек небольшой, ну, я говорила, что у меня пряжа остаточки, поэтому, думаю, ничего страшного. Сейчас мы туда запрячем вот так. Вяжем 2 воздушные петли. Разворачиваем работу. И теперь мы вяжем в обратную сторону. То есть по рисунку, там, где у нас выпуклые столбики, мы вяжем выпуклые столбики. Накид. Здесь, да, здесь мы будем делать подъем из петель, потому что нам нужно наращивать длину равномерно. Вот. Делаем. Первый мы столбик не провязываем, поскольку он у нас заменяется нашими воздушными петлями. Провязываем сразу второй выпуклый и третий. Точно так же, да? Видите, я беру за заднюю стенку. Хотя, если бы мы вязали с другой стороны, это у нас был бы вогнутый столбик. Так, накид. Дальше у нас идет 3 вогнутых столбика. 1, 2 и 3. Связали. Дальше у нас идет 9 выпуклых столбиков, да? Вяжем их. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Все, провязали, да? Теперь дальше у нас идет 3 вогнутых, да, 1, 2, 3. Вяжем их, захватывая спереди крючочком. 1, 2 и 3. Накид и вяжем последние 3 выпуклых столбика. 1, 2 и 3. Все. Эту часть мы не вяжем, потому что это у нас вот она. Да, сюда у нас будет нога входить. Все. Дальше мы что делаем? Дальше мы делаем подъем и переходим на следующий ряд. 2 воздушные петли, разворачиваем работу, накид
И вяжем дальше по рисунку. То есть первый у нас столбик теперь заменяет 2 воздушные петли. Вяжем второй вогнутый столбик. И третий вогнутый столбик. Дальше все по рисунку происходит. 3 выпуклых столбика. 1, 2 и 3. Ой, что-то тут навязала, подождите, не довязала маленечко. Ага. И 3. Все, дальше также 9 вогнутых столбиков, 3 выпуклых и 3 вогнутых. Подъем и назад вяжем, подъем и назад вяжем по рисунку, туда обратными рядами. Я снова повторяю, что я вяжу свое количество рядов, да, вот сколько мне надо. Примеряйте на ногу, чтобы у вас вот эти 2 половинки, вот так с двух сторон вяжете, чтобы они сошлись и нога спокойно туда входила, ну и чтобы тапочек был такой не расхлябанный, а хорошо сидел на ноге. Вот, примеряйте. Вот эти рядочки, сейчас мы их с вами вяжем. Итак, довязала я нужную длину пятки. Вот что у нас сейчас получается на данный момент. Такая тапочка. Ну, на ноге, конечно, гораздо лучше это все смотрится, чем на руке. Такая подошва прямо мягкая, упругая получается, классная. Очень хорошо в ней ходить, удобно. Вот. И сейчас нам нужно что сделать? Сейчас нам нужно вытащить такой хвостик. Нет, не вытащить такой хвостик, обманываю вас. Я возьму крючочек потоньше и вот так соединю между собой вот эти 2 половины. Почему я сначала сказала вытащить хвостик подлиннее? Потому что вы можете так сделать, если крючком вам не очень удобно сшивать. Вытащить, отрезать эту нитку, вставить иголочку с широким ушком и аккуратненько вот так все сшить. Я предпочитаю работать крючком, потому что я очень плохо шью, поэтому я буду делать это крючком. Вот смотрите. Берем. Остается у нас же здесь петелька. Соединяем 2 половиночки. Находим самую крайнюю петельку. Думаю, что вот она. Крючок вставляем, вытягиваем и соединительной петлей соединяем всю эту историю. Дальше. У нас и здесь противоположно идут косички, да, видим. Вот ищем у этой косички, как сказать, дальнюю от себя стенку, зацепляем крючком. У этой косички ищем ближнюю от себя стенку, да, и захватываем крючком, вытягиваем рабочую нить через 2 этих стеночки и соединительной петлей закрываем. Снова ищем у косички сначала дальнюю от себя стеночку, потом ближнюю от себя стеночку противоположную. И через 2 стенки протягиваем рабочую нить и соединяем. Снова ищем дальнюю, ближнюю, вытягиваем рабочую нить и соединяем. Так я довяжу до конца ряда. Нет, не ряда, ну до конца пятки. Довязали до конца. Вот такой хвостик отрезали, оставили и назад все это дело вывернули. Сзади у нас получился шовчик. Вот такой. Может быть, вы умеете сшивать более красиво, чем я просто не умею. Да и считаю, что особо, как сказать, выпендриваться тут нет смысла, потому что это домашние тапочки. И чего уж. Вот так я могу сделать шовчик. По-другому, извините, не могу. Не умею просто. Руки не оттуда выросли, видимо. Так, дальше. Вот, в принципе, на этом можно было бы и остановиться, да, и уже носить их как следочки. Но простота — это не наш метод, да, нам сложности подавай. Я сделаю еще пару рядочков.
Ну, во-первых, это эстетично выглядит, да, на ноге, а во-вторых, немножечко поднимем нашу пятку, высоту, чтобы следочки наши сидели более комфортно, да, и никуда никогда не сваливались. Что нам нужно для этого сделать? Для этого нам нужно найти отверстие какое-нибудь по краю, да, вот я сзади начну. Вот я вижу первый выпуклый столбик и, например, вот где-то рядом с ним нахожу отверстие, ввожу крючок и присоединяю рабочую нить. Вяжу 2 воздушных петли подъема. Накид. Зацепляю первый выпуклый столбик, как выпуклый, и вяжу столбик с накидом выпуклый. Ищу следующий столбик и точно так же вяжу выпуклый столбик. Снова ищу и снова вяжу. Таким образом я буду вязать по кругу. Вокруг нашего тапочка, вокруг, как сказать, входа ноги. Пряжа-то все время куда-то девается. Вот так я буду вязать по кругу. И свяжу я так 2 ряда. Всего лишь 2 рядочка. То есть я вяжу первый ряд выпуклые столбики. И по кругу второй ряд тоже выпуклые такие же столбики. Рисунок в рисунок. Хочу показать, как вот здесь вот этот уголочек провязать. Вот здесь у нас такая петелька есть, видите, она такая угловая. Я прямо захватываю через эту петельку, как будто это у меня выпуклый столбик предыдущего ряда. И провязываю выпуклый столбик. Дальше в каждую петлю, ну тут у нас и идут выпуклые столбики, да, сюда мы так и вяжем эти выпуклые столбики. Ничего у нас не меняется. Вяжем также по кругу до конца ряда и еще один рядок. Ну, в принципе, можно связать и более высокий вот этот вот подъем. Вы вяжите и смотрите, когда вот вам уже совсем понравится, значит, уже можно и остановиться. Тагадам! Тополечки наши готовы. Осталось отрезать ниточку, убрать узелочки. И сейчас покажу, как это выглядит на ножках. Вот такие тапочки у нас с вами получились. Удобные, стильные, модные и очень теплые. Если вам понравилось вязать со мной, ставьте, пожалуйста, палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Всех люблю. Пока-пока.